Всем привет, ребят! Сегодня хочу вам рассказать про новый объектив Canon 24-105 f2.8. Выдающаяся линза на самом деле. Но прежде чем начать, я хотел бы вернуться примерно на 8 лет назад. На протяжении этих 8 лет, когда существует этот канал, до этого у меня был другой канал по видеосъемке. Смотрите, какой у меня тут красавчик лежит. Не знаю, видно вам этого отдыхающего, загорающего котика. Так вот, на протяжении всех этих 8 лет в комментариях, когда я делаю обзор какого-либо объектива или по теме видео, в которых я рассказывал о том, какие именно наборы объективов вам следует использовать для съемки чего угодно, всегда в комментариях был один и тот же вопрос. А если какой-то универсальный объектив? То есть, чтобы у нас была классная, крутая картинка, но при этом можно было сэкономить и купить один единственный объектив. Я всегда говорил, что такого не бывает. Такого не существует. И действительно, на тот момент такого объектива не существовало. Но сейчас, да, я вам могу сказать определенно. Если вы не хотите покупать несколько объективов, если вы хотите купить один единственный объектив, с помощью которого вы сможете снимать абсолютно все, и при этом на хорошем качественном уровне, то вот этот объектив 24-105 f2.8. Но только вот если вы хотели купить один объектив исключительно с целью сэкономить, то этого не получится. Потому что если вы хотите, чтобы было качественно и при этом универсально, то это будет недешево. И также, поскольку этот объектив носит индекс Z, то есть зум, к нему вы можете докупить вот такой вот блок, и управление зумом, трансфокацией у вас будет осуществляться электронным способом. И что касается лично меня, то если бы 8 лет назад существовала такая линза, то она бы была моей, можно сказать, единственной. Что бы я еще докупил к этой линзе, это для съемки недвижимости какой-нибудь мануальный ширик. Дело в том, что когда вы снимаете недвижку, вам автофокус не нужен. Вы устанавливаете точку фокуса на 2,5-3 метра, да, в зависимости от размеров снимаемого помещения, и закрываете дырочку там на f5.6. И у вас очень большая глубина резкости. И поскольку автофокус вам не нужен, то вы можете существенно сэкономить, потому что мануальные ширики стоят недорого. Все. То есть вот эта линза и один мануальный ширик закроет вам 99% потребностей ваших съемок. Хочу вам напомнить, друзья, что если вы живете в Европе, то вы можете покупать видеооборудование лично у меня после обзоров. Потому что после обзоров я его, как правило, продаю. Так что в описании переходите по ссылке на мою телеграм-группу и пишите мне, если вас что-то заинтересовало из того, что вы видели на моем канале. Теперь давайте поговорим о самом объективе. Этот объектив сделан как бы на стыке фототехнологий и кинотехнологий. Что я имею в виду? У Canon есть, понятное дело, линейка фотообъективов RF и есть линейка кинообъективов. И кинообъективы, понятное дело, у них мануальные. А эта линза сочетает в себе все лучшее из этих двух миров. Весит эта линза немало, чуть менее 1,5 килограммов, поэтому быстросъемную площадку вы будете устанавливать на ваш объектив. Объектив сделан добротно и в руках ощущается монолитно, трансфокация здесь внутренняя, никакие части объектива у вас не выезжают, и когда вы берете такую линзу в руки, то вы понимаете, в принципе, за что вы заплатили. Диафрагма на этом объективе может регулироваться двумя способами. Вы можете крутить кольцо управления диафрагмой, или, соответственно, нажав на эту кнопочку, управление станет электронным. И дело в том, что никакой механической связи между вот этим вот кольцом управления диафрагмой и самой диафрагмой здесь нету. То есть диафрагма здесь управляется электронно. Но если вы хотите управлять диафрагмой вручную, первый вариант, да, это более удобнее. Второй вариант, вам нужно устанавливать сюда моторы от систем фоллоу-фокуса. Вы можете это сделать. То есть это уже вот такой вот шажочек в сторону кинообъективов. У кольца управления трансфокатором здесь отличное усилие, при этом усилие полностью равномерное на всем протяжении хода кольца. Ход кольца фокусировки здесь потуже, чем на фотообъективах. И управлять фокусировкой здесь действительно очень удобно. Я не знаю, как это передать на видео, но, в общем, когда вы в руки возьмете этот объектив, вы поймете, о чем я говорил. Также здесь есть дополнительное кольцо Control Ring, и вы можете запрограммировать его, например, на управление вашей светочувствительностью.
вашим значением ISO. То есть, когда вы снимаете, вам, в принципе, вообще не нужно обращаться к органам управления на камере. То есть у вас есть отдельное кольцо диафрагмы, отдельное кольцо ISO, отдельное кольцо зума, отдельное кольцо фокуса. Великолепно. На объективе есть 4 переключателя. Первый – это выбор диапазона фокусировки, либо полный, либо от метра до бесконечности. Выбор автоматической фокусировки, либо ручной фокусировки, включение и выключение стабилизатора и задание режимов работы стабилизатора. Ну а теперь давайте поговорим о том, чем этот объектив превосходит, например, тот же 24-70 f2.8. Ну, если сказать одним словом, то всем. Этот объектив, во-первых, имеет лучшее качество изображения, он имеет лучшую стабилизацию и он имеет больший диапазон фокусных расстояний. То есть, если вам нравится 24-70 f2.8, он у вас уже есть, он вас устраивает, то, поверьте, когда вы купите эту линзу, эта линза будет устраивать вас еще больше. Да, еще забыл сказать, что у этого объектива 2 мотора фокусировки. Здесь 11 лепестков диафрагмы. Но в чем проигрывает новый объектив, это в минимальной дистанции фокусировки. То есть здесь у нас 45 сантиметров, а на 24-70 21 сантиметр. А вот по качеству стабилизации эта линза выигрывает, потому что только лишь силами объектива достигается стабилизация 5,5 стопов, тогда как на 24-70 это 5 стопов. Если вы используете камеры с матричной стабилизацией, то общая стабилизация составляет целых 8 стопов. Но опять же, это работает на широкоугольных, в первую очередь, объективах, потому что чем больше фокусное расстояние, на котором вы снимаете, тем большее значение имеет именно оптическая стабилизация внутри объектива. По качеству изображения это премиальное стекло. Ну, этот объектив, понятное дело, L-серии. У него великолепная цветопередача, великолепный контраст. Он хорошо работает с контуровым светом. То есть здесь, понятное дело, нет никаких вопросов. Я даже, честно говоря, не знаю, что вам больше про него рассказать. Линза действительно очень крутая. Единственное, что бы я хотел, чтобы Canon сделала такой же объектив, аналогичный объектив, но для кропа. Потому что если вы установите этот объектив на кинокамеру, например, Canon C70, то вы потеряете возможность снимать на широком угле. И вот если бы Canon сделала объектив примерно 16-85, например, или 15-85, в таком же исполнении, пусть бы даже это было f2.8, в идеале, конечно, f2, но пусть даже было бы f2.8, то владельцы кропнутых камер были бы просто счастливы. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно. Всем пока. До новых встреч.